Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы решили начать и записать серию уроков, посвященных визуализации объектов в программе Lumen 11. Это одна из наиболее таких мощных современных программ, которая позволяет получать фотореалистичные изображения и записывать видео. Видео то же самое в разного высокого качества фотореалистичных изображения. Значит, те ролики, которые вы видите в разделе плейлист «Работа школы 3D», созданы именно таким путем. И вот здесь нам бы хотелось показать от начала до конца, как такой проект создается, и результат работы вы потом увидите в том же плейлисте, будет выложен записанный ролик. И тогда вы узнаете имя автора вот этого интересного проекта. В качестве проекта выбран Ляховичский замок. Вы видите вот это изображение замка. Этот замок на сегодняшний день не существует, его нету, от него остались одни руины и памятный знак. Остались несколько изображений, гравюр, на основании которых проект модель делалась. Делалась модель в SketchUp и использовалась для того, чтобы изготовить эту модель. Вот эта фотография. Дальше вы видите вот центральная часть здания. В замке вот это здание, вот в более крупном плане использовалось для создания. Ну а также некоторые элементы использовались из известных гравюр 17 века. Вот одна гравюра у нас есть, которая тоже использовалась. И вот такой схематический план. На основании вот этих гравюр, рисунков, реконструкций и была создана модель. Ну и, кстати, хочу здесь еще показать один снимок с Google карты. Сам замок находился вот здесь, в этом месте, и река, которая здесь проходит, называется Ведьма. Поэтому, когда я буду потом упоминать про реку, которая называется Ведьма, я взял это не с головы, а она действительно, реально называется таким вот образом. В результате реконструкции получился вот такой замок. И вот эту модель мы теперь будем использовать для того, чтобы создать фотореалистичные изображения и записать видеоролик. Для того, чтобы можно было эту модель использовать, ее необходимо подготовить. Во-первых, нужно внимательно посмотреть здесь, чтобы ничего не было лишнего. В нашем случае лишними вот здесь будут являться вот эти все фотографии. Поэтому их нужно убрать. Дальше посмотреть, чтобы еще никаких объектов лишних нигде не было, все было хорошо. И все элементы должны иметь наложенную текстуру или окрашены должны быть. И желательно так, чтобы они были окрашены в разные цвета. Вы видите, здесь модель окрашена так, как она может быть, потом текстура будет совсем другая. Вот здесь, например, предполагается, будет у нас булыжник. Здесь будет не каменная кладка, каменная кладка, можно ее назвать. Здесь будет у нас текстура древесины. Но для того, чтобы мы в это в Lumen потом сделать не сможем, наложить правильно текстуру, то она должна быть, даваться возможность для того, чтобы мы могли так наложить. И вот, например, посмотрите, на примере этого моста. Мост выполнен из одной и той же древесины, но, например, здесь должна лежать у нас текстура так, чтобы волокна были продольные. А вот здесь та же самая текстура, но волокна должны быть расположены вертикально. И поэтому нужно чтобы здесь в SketchUp вот эти все элементы были окрашены в разные цвета. То есть здесь не важно текстурного, здесь можно просто окрасить цветами, но они должны быть разные. Вот поэтому здесь, видите, поверхность моста одним цветом, опора другим, перила третьим, стойки четвертым цветом покрашены. Это именно исходя вот из этого требования.
Даже видите, ворота, например, окрашены каким-то таким фиолетовым цветом, да, это роли не играет, лишь бы они были другого цвета, для того, чтобы можно было наложить уникальную текстуру. Значит, посмотрели мы, все требования выполнили, подготовили, и далее мы этот можем закрыть. Закрываем. Переходим к загрузке модели в Lumen. Когда вы нажали на кнопочку Lumen на рабочем столе, то открылось окошко. Здесь можно сделать что? Создать новый проект, можно загрузить старый, использовать заготовки. Ну вот это контрольный показатель показывает, как соответствует компьютер требованиям программы. Требования достаточно высокие. Ну, мы создадим новый. Есть возможность выбрать заготовленные шаблоны сцен. Они очень хорошие, здесь уже построены, здесь какие-то ландшафтные элементы, стоят, видите, здесь деревья, другие объекты, то есть уже заготовлено все. Но для нашего случая это не совсем подходит, поскольку у нас совершенно другая модель и в другом месте должна располагаться. Поэтому мы возьмем просто обычную заготовку. Вот мы ее взяли, да, эту заготовочку. Дальше, для того, чтобы импортировать модель, мы должны нажать кнопочку «Импорт», выбрать тот файл, который мы хотим импортировать. И, кстати, обратите внимание, здесь есть, вот видите, какие варианты, разные файлы. Не только SketchUp, но здесь есть и 3D Max, и есть Collada, FBX и прочие такие файлы, которые мы можем импортировать. Это, кстати, удобно. Почему? Потому что разные объекты удобно делать в разных программах. Ну, мы выберем здесь это SketchUp, нажимаем «Открыть». Здесь у нас мы должны написать название модели, поставить галочку, то, что мы ее принимаем, название этой модели. И вот наша модель должна, вот она появилась здесь, видите, стоит. Стоит она в этом месте. Значит, вот наш объект. Для того, чтобы ориентироваться по этой сцене, мы ориентируемся на вот эту центральную точку. Когда мы зажимаем правую клавишу мыши, мы можем двигать вверх, вниз, вправо, влево крутить и колесиком, например, двигать взад-вперед, да, взад-вперед. Вот этот наш объект. И с этим объектом мы можем что делать? Ну, во-первых, может быть удобнее расположить его, чтобы он стоял, например, мостом в эту сторону. Для того, чтобы им управлять, то есть подвигать его туда-сюда, мы должны сделать что? Выбрать его сначала. И вот я по нему щелкаю. И вот посмотрите, для того, чтобы с ним что-то делать, надо найти центр его управления. Да? За что я тут должен браться? Вот она, синяя точка. Когда к ней я подойду, то видите, написано «Проекты портфолио Ляховицкий замок». Значит, эта точка относится к замку. И теперь нажимаю, например, кнопочку вращения и могу его повращать. Ну, чтобы он колесиком отъехал, стал так, как нам надо, да, не стал, да, надо больше. Вот таким вот образом. Вот теперь, наверное, будет хорошо. То есть стоит он хорошо. Теперь надо отрегулировать его по высоте. Для этого опять выбираем кнопочку «Выбрать». И опять же надо найти вот этот центр управления, где он находится у нас. Вот она, точка эта находится, да? За нее мы беремся и должны подвинуть, потянуть. Ну, я возьму так, переместить вверх. И буду двигать его вверх, вниз, эту кнопочку. И он будет подвигаться. Вот посмотрите, мы модель делали так, что вот это ребрышко, оно было на уровне воды. Поэтому надо опустить модель так, чтобы это ребрышко было на уровне ландшафта. То есть вот таким вот образом. Опустили. Сейчас давайте проверим, что у нас получилось. Не совсем еще, да, чуть-чуть. Ну вот смотрите, вот точечка это здесь, да.
подвинем ее чуть-чуть вниз. Вот так, вот таким путем. Мы здесь сделаем воду, да, как раз будет хорошо. Теперь смотрите, наш объект, что мы еще с ним можем делать? Можем смещать горизонтально, поднимать вверх-вниз, можем перемещать одновременно вверх-вниз и влево-вправо. И далее, что мы еще можем с ним делать, это, ну, в принципе, все, да? Вот что мы с ним можем делать. Можем удалять. То есть мы, если мы его тут выберем, эту кнопочку, он весь станет красненьким, нажали, и он исчезнет. Если мы объект выбрали, мы этот объект можем дальше поместить на какой-то определенный слой. Значит, он у нас по умолчанию встал на слой номер 1. Мы можем назначить ему какой-то другой слой. Для чего нам эти слои нужны? Ну, давайте я здесь одновременно загружу новую модель из импортирования. Ну, могу импортировать раз. И могу из тех, которые я раньше загружал. Значит, я раньше загружал, и все эти модели, они находятся вот здесь. Да? Вот разные модельки у меня здесь есть. Ну, посмотрим. Вот, например, возьмем такую церковь. Я ее раз и поставлю сюда. Вот она у меня стоит. Теперь выбираю кнопочку «Выбрать», выбираю церковь и назначу церкви слой 2. Вот она у меня стоит на втором слое. Теперь, если я подведу мышкой стрелочку к верхней части экрана, то здесь будет, видите, активный слой 1. Да? И есть слой 2, 3, 4, 5. Можно еще добавить. Слои можно назвать, так что первый там, допустим, замок, второй церковь. Я закрою здесь слой 2. И видите, церковь пропала. На самом деле она тут где-то есть, тут она есть, присутствует. Но, например, для работы мне удобнее, она мешает, чтобы добраться до каких-то объектов. Я ее скрыл. Могу потом, видите, опять открыть. Точно так же можно любые элементы, ну, будем ставить, там, например, деревья. Их можно ставить на отдельный слой, потом скрыть. Ну, для деревьев, может быть, и объектов это не очень актуально. Но если мы будем делать, например, там, ночное освещение, и мы будем там ставить автомобили, там какие-то там другие объекты, то это удобно бывает делать для того, чтобы одновременно этими объектами управлять. Например, освещением. Вот пока на этом все. Следующий этап, который мы должны будем освоить, это будут материалы. Но об этом в следующий раз.